оставлю на потом. Тихо, тихо! Мы должны сражаться с машинами, а не торчать тут. Тебе они попадались. Это заражение словно дано. Уж извините, но все товары подлежат досмотру на входе в город. Это возмутительно. Мы честные граждане. Сколько еще ждать? И что прикажете, сидеть тут, пока все не стухнет? Еще при старом короле я был стражником. Что-то происходит. Олин где-то там. И Эрент. Еще один из тех чужаков, с которыми я разговаривала на празднике. Эрент сказал, если я буду в Меридиане, он познакомит меня со своей сестрой. Сказал, она капитан авангарда. Надеюсь, у тебя все хорошо? В город никого не пускают. Чтобы не Это из-за убийства. Не рассчитывай туда попасть, странница. Стоять! Стой на месте! Ввиду недавних событий, без обыска никого в Меридиан пускать не положено. Каких событий? Что у вас случилось-то? Убита капитан Эрза и бойцы авангарда. На Красном перевале на них напали кархи тьмы. Эрза? Сестру Эренда убили? Откуда ты знаешь Эренда? Мы встречались. Позови его, это важно. Едва ли Эренд, новый капитан авангарда, скорбящий брат, станет тратить время на какую-то чумазую. Элой? Ты жива? Я думал, погибла. Ну, расступись. Аж сюда дошла, чтоб меня повидать. Ты что, пьяный? Ай, не очень. Чуть-чуть. Так ты жива. Надо отпраздновать. Я угощаю. Надо поговорить. Наедине. И будь добр, приди в себя. Пойдем. Вы разрешаете? Конечно, разрешаю. С этого дня она может приходить и уходить, когда захочет. Как скажете, сэр. Ну вот, мы одни, как ты просила. Что за разговор? Слышала про Эрзу. Мне жаль. Знаю, ты ее любил. Я любил. Ха. Да ее все любили. Она всегда знала, что делать. Все слушались. И я тоже. Теперь я должен встать на ее место. А я, как видишь, на ногах не стою. Я тоже потеряла близкого. На инициации он меня вырастил. Его звали Раст. Ужасно. Почему всегда, если случается что-то плохое, все начинают рассказывать тебе про свои беды, будто от этого легче? Да, загадка. Ну ладно. Ты о чем-то хотела поговорить? За эти дни многое произошло. На инициации на нас напали убийцы. Выжили немногие. Мы были в деревне, когда начались взрывы на горе. Пришли воины, сказали, что почти все дети погибли. Как горько плакали твои родичи.
Я до сих пор это слышу. Как ты спаслась? Важнее другое. Как они обо мне узнали? Узнали? О чем ты? Убийцы пришли за мной из-за Олина. В каком смысле? Ерунда какая-то. Мне нужен Олин, и я хочу разобраться. Но он мой друг. Нет, он предатель. Я не знаю, кто эти убийцы и откуда, но я знаю, что Олин с ними заодно. Но я... Это... Не ломай голову, Эрент. Просто отведи меня к нему. Его здесь нет. Он уже не первый день по руинам шарится. Может быть, где угодно. Есть места, где он часто бывает. Где его можно застать? Дома. В Меридиане. Покажи мне этот дом. Надо его обыскать. Ладно. Но только если в моем присутствии. Отведи меня к дому Олина. Ясно? Ладно, ладно, пойдем. Еще ты старый. Сейчас совсем. Столько людей, и все говорят. Как в таком шуме думать? А я не думаю. Я просто пью. Это, наверное, шпиль. Не знаю. Он громит. Видимо, теперь в город всех подряд пускают. Год за годом он щадит тех, кто пленил нас и пытал, и убивал. Рен, ты разве не хочешь справедливости? Твою сестру убили. Кто за нее отомстит? Еще одно слово, мразь поганая, и я лично потащу тебя в тюрьму. Убирайтесь, пока я не дал вам пинка под зад. Что он имел в виду насчет Эрза? Не сейчас. Дело рук предателей из закатной крепости. Как нам попасть внутрь? О, какая тонкая работа. Ну вот, только ничего не ломай. Ну, то есть кроме двери. Вот это все для одного? Хорошо, когда есть друзья при дворе короля. Этот угол ковра обтрепался. И пол тут затоптанный. Посмотрим, что под ним. Откуда он тут взялся? Вопрос в другом, как его открыть. Без ключа никак. Этот люк делали мастера Азерам. Его не вскроешь. Это мы посмотрим. Такой люк ты вряд ли откроешь. Ты бывал в гостях у Олина? Нет. Один раз только помог ему дойти до дома после пьянки. Ну, просто я-то, в отличие от него, умею пить. Ну, как правило. Ты сказал, у Олина есть друзья при дворе. Он знаком с королем Солнцем? Нет. Его нанимали в качестве разведчика. И еще он продавал знати свои находки. Но на аудиенции он никогда не был. Если ты права, и Олин не чист на руку, королю Аваду об этом ничего не известно. Я готов в этом поклясться.
Ты точно в порядке? Я уже протрезвел, ясно? Не надо меня поучать. Я не об этом. Я про то, что произошло на улице, с толпой. Я не хочу об этом говорить. Мы пришли сюда, чтобы узнать правду об Олене, так что этим и занимайся. Осмотрюсь. За этим мы и пришли. Брось ты это. Только время. Кажется, это семья Олена. Кажется, это семья Олена. Тут много слитков. Может, это как раз то, что мне нужно? Большой, тяжелый. Если такой упадет, еще и пол пробьет. Ну-ка, подтолкнем. Я, кажется, попросил ничего не ломать. Их жизнь зависит от тебя. Если ослушаешься, я перережу им глотки и брошу их тела гнить на солнце. Они забрали его жену и ребенка. Они? Кто они? Убийцы. Пригрозили, что убьют его семью. Похоже, Олен вел дневник. Олен? Я думал, он только контракты умеет читать, а он поэт? Так и есть. Олен знал, что меня хотят убить. Карта. Тут отмечены места, где он бывал. Я докажу. Последняя страница. Он пишет про меня и приказ меня убить. Еще друг называется. Проклятый предатель. Где ты научилась читать глифы? И эти образы, как ты это делаешь? Мой визор, он показывает то, что скрыто. У Олена такой же визор? Устройство тоже, но каким-то образом он и убийцы могут переговариваться между собой на расстоянии и видеть то, что видят чужие визоры, будто смотришь чужими глазами. Значит, так они о тебе и узнали. Через Олена.
Да, насколько я могу судить. Теперь я знаю, где искать Олина. Я пойду за ним. Что, в одиночку? Так будет лучше. Быстрее доберусь. Стой. Если с этой штукой ты можешь видеть то, что скрыто. Дай пройти, Эрент. Я прошу тебя о помощи, Элой. Скажи, кто убил Эрзу. То, что это Карха Тьмы, я уже знаю. Но кто? Кто конкретно из их солдат? Мне жаль твою сестру. Но это твоя война, не моя. Вот только этого не надо. Ты пришла сюда, чтобы найти тех, кто чуть не убил тебя, погубил твоих родичей. Ты ищешь справедливости, я тоже. Слушай, я пойду к Красному перевалу. Там нашли тело Эрзы. Буду ждать тебя там. Прошу тебя, удели мне хотя бы несколько минут. Пожалуйста. Красный перевал? Ладно, посмотрим. Их жизнь зависит от тебя. Если ослушаешься, я перережу им глотки и брошу их тела гнить на солнце.
мне это нужно. Еще немного. Вот так. Оу!
Как туда вообще залезть? Ну, приступим. Требует твоей крови. Давай, только попробуй сбежать. Мне это показалось? Ходи. Можно больше не искать. Я нашел врага. О, запас.
Вот чего вы хотите. Оживить этих жутких древних тварей. Их сила служит нам. Машины-демоны из глубин земли. Это же кошмар. Кошмар, да. Воплотятся худшие страхи наших врагов. Да, восстань! Думала застать одного. Они же нас всех уничтожат. Они уничтожат только наших врагов и вернут нам земли, которых мы... У меня визор выключился. Обыщите все! Это лазутчики! Прости мне эту вольность, Элой. У меня не было выбора. Кто это? Доброжелатель. Их визоры отключились, но я не знаю, надолго ли. Теперь дело за тобой. Кто это? Вроде уходит.
Кажется, там кто-то есть. Я это не унесу. Спокойно. Иди, иди.
Обещаю, я тебе все расскажу. Расскажешь. Убийцы на инициации. Кто они такие? Затмение. Какие-то фанатики, сектанты, культ Карха тьмы. Карха тьмы? Только они не похожи на Карха. Они не молятся солнцу, они поклоняются какому-то бесу. Их предрассудки меня не волнуют. Это не предрассудки. Их бес настоящий. У него есть имя, голос. Просто ужасающий голос. Они ему послушны. Меня хотели убить, потому что я похожа на другую. Где-то вдвое старше меня, короткие волосы. Кто она? Не знаю. Мой визор нашел ее образ в руинах в пределе мастера. Может, она там. Ты нашел ее образ в руинах? Как? Там была дверь. Рядом какое-то древнее устройство, и в нем был ее образ. В моем визоре отмечено место. Правда похоже. Она твоя мать? Здесь я задаю вопросы. Что им нужно, этим сектантам, кроме меня? Они не сказали. Но, по всей видимости, они хотят низвергнуть Авада и вернуть себе Меридиан. А я-то тут при чем? Да не знаю я. Там среди убийц был один такой высокий, сильный, мрачный. Гелис. Кто он такой? Ужас солнца. Когда он служил безумному королю, Азерам звали его оставляющий трупы. Увы, он пережил войну. И теперь возглавляет затмение. Знаешь, нет на свете человека опаснее его. Ты говоришь, у этого их беса есть имя? Аид. Так его зовут. Аид. И ты его слышал? Он говорил, клянусь, всего раз увидев тебя. Такой голос. Жуткий, ледяной гул, который скребет по костям и раздирает кишки. Как лязг железа. Только такого железа ни в одной кузне не выковать. И что он сказал? Обнаружена угроза системе. Всего 3 слова. Но голосом беса. Как они тебя завербовали? Я знаю про твою семью, но почему тебя? Я был собирателем. Искал реликвии в разных темных местах. Но они решили, что я сгожусь как разведчик. Я шарил рядом с пределом мастера. А когда вылез, меня уже ждали. Увидев жреца, я засмеялся. Но потом он показал мне послание от Гелиса. И мне стало не до смеха. Они дали мне визор, чтобы следить за мной. И я подчинился. Ты же из Меридиана. Могли послать тебя убить Авада. Я не той породы, чтобы встречаться с королем Солнцем. Но все, что говорили Эрза и Эрент, в затмении слышали через визор каждое слово. Я не мог тебя предупредить. Иначе они бы казнили мою семью. Зачем затмение выкапывает старые машины? И как они их запускают? Я думал, им детали нужны. Но машины вернули к жизни. Вставили в тела какие-то устройства, чтобы Аид им что-то нашептал и позвал с того света. Мне такие уже попадались. Другие бывают? Да. Тех, что ты видела, зовут захватчиками. Есть и другие, куда крупнее, с арсеналом древнего оружия. Эти зовутся истребителями. Еще не видел, чтоб такие оживали, но теперь, боюсь, все возможно. Похоже, они собирают армию. Если так, мир погибнет. И я помог вырыть могилу. Ладно, хватит. Пора с этим покончить. Я не стану просить о пощаде. Но умоляю тебя, спаси мою семью. Я прошу. Где мне их искать? В моем визоре отмечено место. При них всегда стража. Но ты с ней явно справишься.
Тебе придется совершить много добрых дел, чтобы загладить вину. Ты пощадишь меня? После всего, что я сделал? Да. Начни новую жизнь. Достойную. Я до конца дней буду перед тобой в долгу. Отправляйся туда, где держат твою семью, и дождись меня. Начнешь новую жизнь с их спасения. Я недостоин, но сделаю все, чтобы ты не пожалела о решении. Я буду ждать тебя.